Видеорегистратор видеонаблюдения с AliExpress, магазин AceCam. Очень много товаров по видеонаблюдению, именно специализированный магазин, в котором вы можете приобрести как видеорегистратор вот отдельно, камеры отдельно, так и в комплекте собранные комплекты, состоящие из видеорегистратора и к нему камеры в различных количествах. Есть POE видеорегистраторы с комплектами, есть просто POE отдельно видеорегистраторы, так как и камеры. Все по бюджетным ценам, ну и очень таки все работоспособно. Часто я делаю видеообзоры, поэтому заходите сразу по ссылке и приценяйтесь. Какие-то вопросы, если у вас возникнут, то смогу вам подсказать по выбору товара и дам ссылку для заказа. Модель сразу смотрим здесь. AceCam, 32 канала, 8 мегапикселей, 4К NVR. Это сетевой видеорегистратор без POE. XMI сразу видим, QR-коды для скачки сразу на ваш смартфон, Android или iPhone. Сразу установил XMI приложение и будешь ты отслеживать видеорегистратор с этого приложения со всеми его камерами. 4 канала, 8, 16. Там по ссылке, которую я тебе оставляю, ты можешь зайти и заказать 4-канальный вариант, ну, который, в общем-то, нет смысла заказывать уже на сегодня. 8-канальный можно заказывать, там железо уже помощнее. 16-канальный. И вот как я заказал 32-канальный, даже если половина камер у тебя из 32, а это 16-17, это неплохо будет для видеорегистратора. Он не в полной нагрузке своей будет работать, поэтому... И что самое главное, что стоимость их не сильно отличается, там небольшая разница, поэтому сразу по максималке взял и пользуешься. Можно просматривать в 16-канальном режиме, не обязательно, что там у тебя будет 32 окна и половина камер пусто. Переключил в 16-канальный режим просмотра, столько с камер, сколько у тебя есть, столько ты и будешь видеть, все остальные окошки скрытые. Вот так приходит. В общем-то, беспокоиться за доставку. Видите, дополнительная упаковка идет. Сам видеорегистратор. Небольшой по сравнению с тем, который у меня. У меня видеорегистратор с 2 жесткими дисками. Здесь видно вот даже по креплениям, что видеорегистратор поддерживает 1 жесткий диск. Есть вариант заказать с 2 жесткими дисками. Там немного больше корпус. Соответственно, 2 жестких диска поддерживает. Его наклейка, кнопки управления, светодиоды информационные, различные моменты. Этими кнопками практически не пользуешься. Ну как кому, я практически не пользуюсь, все мышь. Дальше инструкция показал вам. В общем-то ничего сложного нету, но на досуге можно с инструкцией ознакомиться. Блок питания идет в этом варианте с 1 жестким диском 2-амперный. 12 вольт, 2 ампера. В варианте с 2 жесткими дисками идет блок питания 3-амперный. Винты для крепления жесткого диска идут с каждым видеорегистратором. Поэтому обратите на это внимание, чтобы не потерять. Мышь все так же простейшая. Перед подключением желательно видеорегистратор вскрыть. В данном случае 1, 2, 3, 4. 4 винта. Давайте сразу по задним разъемам. Для подключения VGA, для подключения к монитору, HDMI для подключения к телевизору, вывод картинки с видеорегистратора с аудио на телевизор, подключенный по HDMI кабелю. Также картинка, звук выводится. Подключение к роутеру, 2 USB для подключения мыши и также один из USB. Можно флешку вставлять и скидывать информацию с жесткого диска. Разъем питания, заземление и аудио. Также ты можешь тут же, джек какой там 3.5, подключаешь сразу колонки компьютерные, и звук выводится на колонки. Если, например, у тебя видеорегистратор подключенный к монитору, а монитор не имеет динамиков, ну или телевизор, не хочешь ты на телевизор звук выводить, можно с колонок слушать непосредственно рядом с видеорегистратором. Камеры при этом должны оборудованы быть встроенными микрофонами, и тогда аудио будет выводиться в онлайне. Этот видеорегистратор в металлическом корпусе. Более бюджетные варианты идут в пластиковых корпусах. Металлический корпус как бы
более надежный, понятно, и охлаждение такое себе будет от жесткого диска и от внутренностей видеорегистратора. Тут можно увидеть радиатор на процессоре, можно увидеть зуммер, и это немаловажно. Видеорегистратор пищащим звуком будет подавать тебе по движению в одной из камер, что настроишь. Зуммер пищащий классно работает в помещении, если ты находишься, не обязательно тебе будет следить постоянно за картинкой с монитора. Зуммер тебе будет привлекать внимание по тревоге. Чего нету, так это нету батарейки. И поэтому сразу идешь в магазин и покупаешь батарейку CR2032. Как батарейка, как в обычном компьютерном блоке используется. Устанавливаешь согласно... Так, где здесь у нас плюс? Плюс здесь указана полярность. Поэтому сразу устанавливаем батарейку. Батарейки хватает надолго. Просто в комплекте почему-то продавец ее не комплектует. Кабели для подключения жесткого уже есть. Жесткий диск используешь HDD по типу такого. Устанавливаем жесткий диск. Разъемы с этой стороны. Совмещаем отверстия крепления резьбовые жесткого диска и прикручиваем винтами, которые идут в комплекте. 4 штуки. Вот и плюс металлического корпуса, что он будет служить для жесткого диска также таким себе отводом тепла, радиатором. Подключаем кабели. Здесь ничего сложного и перепутать, в общем-то, подключение невозможно, потому что подключается все, разъемы в одном положении подключаются, поэтому вот так все быстро происходит. Подключение видеорегистратора также очень простое. Мышь подключаем в один из USB разъемов. Блок питания с разъемом в разъем питания видеорегистратора. Все указано здесь. 12 вольт. Чтобы вывести картинку, подключаем или же монитор, или же HDMI кабель от вашего устройства, на которое будете выводить. В моем случае телевизор. Уже можно подключать видеорегистратор и настраивать его на телевизоре. Но если ты хочешь, чтобы сразу подключились камеры, которые у тебя находятся в твоей домашней сети, а именно в сети домашнего роутера, то подключай кабель от роутера сразу в разъем LAN. Можно подключить позже. Это тот видеорегистратор сетевой, он так и называется. Он работает в одной сети с камерами и выводит на свои каналы, подключает камеры через роутер. Блок питания в розетку 220. Подаю питание. Индикации на блоке нету. Здесь видим, есть световая индикация, подсветка кнопок. Power светится, индикатор. Здесь также индикация есть. На плате, ну, здесь крышка будет закрыта, поэтому на телевизоре заставка ASCAM видеорегистратора 4К H265 формат сжатия. И сразу все каналы открылись. Слышно, как работает жесткий диск. В общем-то, видеорегистратор уже готов к работе, к подключению камер. Что нужно основное сделать? Нам зайти в основное меню. Светится сразу по умолчанию присвоенный юзернейм и пароль. То есть ты можешь в любой момент его поменять, и это желательно сделать. Жмем вход, система, General. Сразу на английском стоит, и это очень хорошо, что не на китайском, потому что тяжело незнакомому человеку ориентироваться. Ставим понятный язык, из понятных, ну, английский, русский и, может, для кого польский, уже смотрите, польские языки, то есть основные языки покупателей прошиты в этом видеорегистраторе. Вот интересно тоже следить, потому что вот именно говорит о том, вот эти языки прошитые, кто хорошо приобретает, ну, для кого это производится. Окей и окей. Видеорегистратор, по идее, должен сейчас перезагрузиться. Шустро работает видеорегистратор. Первым делом, что интересно, посмотреть информацию по возможностям видеорегистратора, это мы заходим в раздел «Компьютер. Режимы». 4К 32 камеры. Поддержка 32 камер с разрешением максимальным 8 мегапикселей.
Это говорит о том, что ты можешь подключать сюда и 2-мегапиксельные камеры, 5, 6, там какие есть, 8, до 8 максималка. Ну, в общем-то, больше сейчас и не нужно. Есть уже и 12-мегапиксельные камеры, но как бы особого смысла нету. Максимальное число просмотра 32. Данные о жестком диске. Также все есть. Видеорегистратор имеет поддержку фиксации лица человека, поэтому камеры именно XMI-евские, которые поддерживают эти возможности, фиксацию лица человека, фиксацию, то есть определение силуэта человека, слежение, все это камеры, совместимые с этим видеорегистратором, как поворотные, так и обычные. Главное меню, раздел сеть, по настройкам сети. Включено DHCP, то есть ты просто подключаешь кабель от роутера в разъем RJ45 видеорегистратора, и роутер твой присваивает автоматически свободный IP-адрес видеорегистратору. То есть не обязательно тебе задавать, там, менять IP-адрес, ничего здесь не нужно делать, все работает в автомате. Вот функция DHCP включена. Но также ты, если выключишь функцию DHCP, есть возможность присвоить конкретный IP-адрес за видеорегистратором, если это тебе нужно. В основном это не нужно, потому что все работает в автомате. Подключаю кабель от роутера. RJ45, витая пара, другой конец в свободный разъем роутера уже подключен. Индикация есть, зеленый и оранжевый светодиоды. До подключения кабеля статус видеорегистратора был не связанный. Сейчас связанный, вот, если нету этого слова не появляется, просто мышкой пошевелите. Связанный. Наводишь на слово связанный и выскакивает QR-код для добавления видеорегистратора в приложение XMI. Камеры у тебя уже в домашней сети подключены к роутеру, или одна, или сколько там у тебя их есть. Ты подключил видеорегистратор к роутеру, наводишь на свободный канал, плюс, жмешь плюс, открывается у тебя окно добавления, окно настроек камер. Верхняя рамка — это автоматический поиск. Автоматический видеорегистратор ищет камеры в домашней сети, находит их и выводит тебе в этом окне. Теперь ты можешь по одной камере сам вручную добавлять на каналы. Первый канал вот пусто, у нас видно, что пусто. Выбираешь одну из камер, кликаешь по ней, например, на первое у тебя канал выделен, 2 раза кликаешь. Камера требует, если камера запаролена, требует пароль. Вводишь пароль камеры, окей, и камера добавляется у тебя на тот канал, который ты задал. Если ты хочешь сделать все в автомате, есть вариант авто. Авто жмешь, и видеорегистратор на свое усмотрение заполняет найденными камерами поканально. Потом ты их можешь перетаскивать, менять камеры на каналах, уже добавленные. Добавил для тестирования 4 камеры, у меня внутри сети около 16 камер. Можешь зайти в макет экрана и сделать для удобства просмотра 4 камеры, если у тебя сейчас 4 камеры. Ты можешь докупать камеры со временем и различные покупать, нужные тебе именно в том месте. Докупил, там поворотную поставил, одну с 8-мегапиксельным разрешением. В том месте, где не нужно тебе большое разрешение, ты купил камеру с 5-мегапиксельной матрицей, та, которая чуть дешевле. То есть здесь ты строишь, это конструктор, ты строишь систему домашнего видеонаблюдения по своему усмотрению. Если тебе это интересно, если тебе это нужно. Если тебе нужно купить один раз, поставить и не вникать, потому что есть и такие люди, которому это не совсем интересно, просто нужно видеонаблюдение и все, один раз. Комплект берешь, подключаешь, устанавливаешь камеры куда нужно, подключил и забыл. Оно работает все в автомате, как ты один раз настроил, и все. Еще какая большая полезность вот этой вот системы видеонаблюдения, в которой есть видеорегистратор. Ты можешь подключать камеры не только в домашней сети, а можешь подключить камеры удаленные. Вот у меня, я их сюда не выводил, но сейчас 2 у меня видеорегистратора в домашней сети работают. На другом 17 камер, из них 3 камеры удаленные.
Одна в квартире моей матери стоит, другая там на складе, и третья за территорией следит, которая в моем городе, но в другом совсем районе. Через интернет я завел эти камеры на видеорегистратор, с них пишется информация на жесткий диск видеорегистратора, и я также их могу смотреть в онлайне, как вот сейчас вижу домашние камеры. Ты поставил эту камеру на дачу, в гараж, в офис, на пасеку, вывел там, где есть у тебя проводной интернет, и подключил камеры, завел их на домашний видеорегистратор. Ты постоянно контролируешь ситуацию из дома за удаленной территорией. И это можно все делать через интернет, из любой точки мира завести камеру. Как это сделать, на моем канале есть несколько роликов, как подключить удаленную камеру. Поэтому ссылки я оставлю. Вдруг забыл, пишите в комментариях, я обязательно читаю все комментарии и даю вам ссылки на все. Смотрите, камеры со звуком, пожалуйста, звук с улицы. И также ты сможешь удаленную камеру слышать. Не только видеть, а и слышать. В другом городе даже стоит она, ты зашел, видишь картинку, вот с видеорегистратора, и со звуком, если камера оборудована микрофоном. Нижние значки у нас безгласный экран, настройка, сеть. Ну, то есть быстрые значки, которые требуются тебе, основные, без захода в меню основное. Передача. Также можно, если камера оборудована встроенным динамиком, ты можешь подключить, я так понимаю, микрофон даже к видеорегистратору и передавать в камеру удаленно какие-то фразы. То есть двухстороннее аудио есть. Ну и по камерам теперь заходишь, и ты можешь камерами управлять, как поворотными, если будут поворотные у тебя. Вот 5Z настройки вызвал, и джойстик, и вращаешь камерами. Сейчас у меня из этих камер все не поворотные, поэтому показать не могу. Но ты можешь управлять поворотными камерами. Зум будет на камерах. Также можешь зумировать картинку, приближать. Заходим в главное меню. Настройки тревоги. Смарт-оповещение поканально у нас. Обнаружение людей, камера на первом канале, и тест лица. На втором канале у нас камера, вот именно которая сейчас показывает. Здесь ничего нету, просто общий план она снимает и постоянку пишет на жесткий диск видеорегистратора. Может по тревоге, по всем движениям она работать, но это движение и листвы, и всего на свете. Есть и такие камеры, а есть камеры с интеллектуальными способностями. Вот, например, третья, чисто обнаружение людей, но фиксации лица нету. Четвертый канал, обнаружение людей и тест лица также есть. И ты можешь включать эти функции, выключать именно с видеорегистратора. Ну и также по, например, обнаружению людей и тест лица, ты можешь подробнее нажать и установить, что делать при этом. Сигнализации можно выбрать. Зумер будет пищать, вот когда увидела камера человека, и будет подавать тебе вот этот пищащий звук, видеорегистратор внутри помещения. Голосовые подсказки, скорее всего, вот они, которые, ну здесь их мало. Please not that, ну на английском языке, но не стоит. Это также будет проговаривать видеорегистратор из динамиков или подключенных колонок, где я вам показывал, или из динамиков телевизора по той или иной сработке. Или же ничего не делать, стоп. Ни голосовые, ни зумер. Это на каждую камеру ты так можешь делать настройки, что видеорегистратор будет подавать. Еще по тревожным выходам есть также голосовые подсказки. The Custom. И, кстати, можно свою записать. Но это при наличии подключенного микрофона к видеорегистратору. Есть много чего интересного, я вам показываю основное, а вы пишите свои комментарии, кто может что из этого уже настраивал. Вот видите, по обнаружению лица свои установки, по тесту лица свои установки ты можешь делать. Также зумер поставить, например, определила лицо, и тебе будет пищать, что лицо определено, ты подошел, смотришь, что там происходит. И здесь вот в новых видеорегистраторах есть уже проверка формы автомобиля. Не настроена, потому что у меня нет таких камер, и скорее всего это в разработке, и в новых прошивках уже будут видеорегистраторы XMI-евские поддерживать фиксации автомобиля. Раздел управления наводим и обновление. Давайте зайдем посмотрим. Обновление, понятно,
через интернет, когда у тебя к видеорегистратору подключен кабель от роутера. Кстати, можно обновлять каждую камеру. Например, вот смотри, выбираешь первую, смотрим. Онлайн обновление. Обновить жмешь. И тебе выдает информацию. Это самое последнее обновление на первой камере. То есть проверила вторую. Можно несколько камер выбрать. Ну, я выбираю по одной. Можно, если расположение файла, ну, на флешке, если, ну, не стоит на флешке, тут просто в онлайне посмотреть обновление. Также на вторую камеру нет обновления. На третью. То есть покамерно ты также можешь проверять, есть ли обновление на камерах. Или посмотреть, какое обновление последнее. Все. По видеорегистратору верхняя строка. Онлайн обновление. Это самый последний. Посмотрим. Поиск. Ну, видать, тоже последнее. Нету ничего. Автоматические обновления критических обновлений. Отключить удаленное обновление. Есть автоматическое обновление критических обновлений. Видеорегистратор будет сам их проверять. В случае чего ставить. Но также последнее обновление можно автоматически поставить, чтобы он делал. Но это вы должны понять, что при обновлении должно быть стабильное питание видеорегистратора. Если вдруг будет отключаться питание, то видеорегистратор может превратиться в кирпич. Поэтому, наверное, лучше отключить удаленное обновление, имеется в виду автоматом, и заходить проверять иногда самому. Раздел «Компрессия» в настройках. Поканально ты можешь посмотреть характеристики по камерам, и если камеры у тебя совместимые, а это XMI-евские камеры, приложение XMI ICC, ты можешь также удаленно менять формат сжатия на камере. Ты можешь менять разрешение, если это возможно. Вот в данной камере на первом канале есть возможность переключить в 2 мегапикселя, 5, 4. Такая возможность есть. Также кадры в секунду поменять, если нужно. И внешний поток вторичный также регулировать. И это в разделе «Компрессия на видеорегистраторе». Вот 4 камеры доступно. 4 камеры он нам и выдает и показывает. Вторая камера 8-мегапиксельное разрешение. Также с возможностью смены разрешений есть. И также формат сжатия можно менять на старый H264. Подключил для эксперимента вот эту камеру. Вот. Она с 2 объективами, которая имеет гибридный цифровой зум. 2 объектива, вот. Часто я вам показывал такую, есть несколько видеообзоров у меня на канале. И хотел посмотреть, как этот видеорегистратор работает с этими камерами, потому что есть своя у них специфика, а именно гибридное зумирование. И также, если сейчас эта камера, а я уже вижу, что да, вот полосочка идет, и картинка в картинке. Это говорит о том, что этот видеорегистратор также адекватно будет работать с камерами, которые 2 в 1, которые 3 в 1. Мой старый видеорегистратор во вторичном потоке не выводил камеры 2 в 1, и также он их неадекватно не выводил в основном потоке. Этот видеорегистратор, видите, вот имеется у него возможность. Зумирование делаем. Основная картинка зумируется, а маленькая картинка остается, общий план на маленьком зуме. Очень классно. Можно этот видеорегистратор заказывать именно для работы. Вот если вас интересуют вот такие вот камеры, они реально эффективны, они дешевые. И зумирование, хоть и цифровое, но работает вполне таки достойно. То можно заказывать этот видеорегистратор, он будет работать четко и по полной совместимости с камерами с такими вот 2 глазами, камера 2 в 1, где верхняя и нижняя камера поворотная, то есть все будет работать. Смотрите, так, что мы тут еще, мультилинзовый зум называется, мы можем его выключить, можем эту функцию включить. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Также и звук, все адекватно выводится с этой камеры. Показал бы я вам, как работает с этим видеорегистратором камера 2 в 1, но у меня нету сейчас их в наличии, все разобрали. На прошлом обзоре видеорегистратора Wi-Fi-евского, именно по Wi-Fi, который работает с этими вот камерами, чисто по Wi-Fi, беспроводным путем, 8-канальный, правда, он там немного
небольшие у него возможности по подключению камеры. Но там он также имеет вот такую вот работу с такими камерами, мультилинзовый зум. И 2 в 1 он выводит адекватно. Поэтому здесь такой же вариант. К этому видеорегистратору смело можно заказывать камеры 2 в 1, 3 в 1. С 2 вот линзами в одной камере. Все будет адекватно работать. Смотрите, такой вот вариант просмотра 6 камер. То есть, если 6 у тебя подключено, то ты можешь в большое окно перемещать камеру, которая тебе нужна. Ну или же открывать одну камеру на весь экран. То есть дорабатывают и очень классно. Через время стоит менять, ну через какое-то время видеорегистраторы, потому что вот, например, мой, который сейчас работает, 32-канальный, он уже нету для него новых прошивок. И у него нет вот этих вот возможностей, как я показываю вам с этой камерой. Там зум не работает. А тут работает вот такой мультилинзовый зум. И классно, адекватно выводятся камеры. 2 в 1, которые. По макетам экрана есть какой-то вид 8 такой. Ну, понятно, 8 камер в таком вот просмотре. Кстати, макеты экраны также они обновили. В моем видеорегистраторе не было таких вариантов. И смотрите, и такой еще есть вид. С столбиками. Просмотр. Не знаю, кому он будет нужен. Макет экрана дальше 9 камер. Ну, понятно, 16 и 25, 30, 25 и 36. 36. Да, кстати, раз уже подключил поворотную камеру, давайте же вам покажу управление ею. Вот она у меня здесь тут на столе стоит. Влево-вправо, вверх-вниз, все работает. И какой еще плюс этих видеорегистраторов, вот современных, что в этой камере есть вариант включения слежения за человеком. Так, не видит ее камера. Слежение за человеком. Можно ее как одиночный вариант включать со смартфона, с приложения. Но если она у вас работает с видеорегистратором, мобильное отслеживание. То есть ты включаешь, установить позицию демона, куда вернуться, время задержки также, ну все так же, как в видеорегистраторе. То есть через приложение. Ставишь галочку на мобильное отслеживание и готово. Камера, по идее, уже должна следить. Вот, да, вот, пожалуйста. Ну, она следит за человеком, а я не в полный рост здесь стою, поэтому она вот следит, когда определяет силуэт человека. И также эта камера имеет возможность слежения с зумированием, с гибридным. Такая вот гибкая система, и очень классно все работает. Видеорегистратор новый порадовал меня. Другого, в общем-то, я не ожидал. Очень классно. У кого старый, стоит обновлять, покупать, потому что пошли новые камеры, которые старые видеорегистраторы просто не поддерживают. А эти камеры реально вот они классные, недорогие и работают нормально. 2 в 1, то есть все супер. На обзоры переходите. Видеорегистратор могу вам посоветовать. Есть такой же вариант видеорегистратора, только с POE. POE вариант подключения POE камер напрямую к видеорегистратору. Тут уже рассматривайте, что вам лучше. Тот видеорегистратор подойдет вам POE вариант полностью с таким же функционалом, совсем просто камеры по RJ45 по 48 вольт подключаются напрямую. Есть вариант 4, 8, 16, 32 уже дорого стоит. Но напрямую ты подключил, и они сразу выводятся у тебя на монитор видеорегистратора. То есть тот вариант, когда у тебя нет домашней сети, нет роутера, а камеры тебе нужно подключать напрямую к видеорегистратору. Поэтому POE тебе подойдет на 48 вольт по одному кабелю на расстоянии до 100 метров. Камеры можно от видеорегистратора будет уносить по хорошей стоимости. Все ссылки я оставляю в описании к видео. Кстати, камеры в продаже в Украине. Вот. И смотрите, там еще целая стопка стоит. Обязательно поспешите. С 2 глазами, 8-мегапиксельные обычные поворотные, 5-мегапиксельные обычные Wi-Fi поворотные
Именно с этими видеорегистраторами полная совместимость XMI-евские ICC камеры. И также есть камеры лампы. Вкручиваешь в патрон, я вам показывал видеообзор. И также камера лампа может работать с этим видеорегистратором. Кому что непонятно, какие вопросы вдруг возникают, вы пишите в комментариях. В телеграм-канал мой заходите, оставляю ссылку под видео. И там большее общение, чем в ютубе и где-либо. И на тикток также подписывайтесь, там краткие анонсы. Вот сейчас еще видео не смонтировано в YouTube, а уже в ТикТоке, вот здесь, оно уже есть. И ты будешь знать, что будет на ближайшем видео на YouTube. Всем удачи, до следующих видео.